Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню. Продолжаем пополнять копилку домашнего кондитера. Сегодня я хотела бы с вами поделиться рецептом бисквита с таким ярким, громким названием «Перфект». Название не мое, рецепт я нашла в интернете. Автор считает, что этот бисквит настолько идеальный, настолько превосходный, перфектный, что дала подобное название. Я название менять не стала, поскольку рецепт действительно удачный. Бисквит получается нежный, легкий, воздушный, высокий и готовится несложно. Я немного изменила рецепт, немного его подкорректировала, поскольку там, на мой взгляд, было много соды. Когда я первый раз испекла, то там было явно много соды, она и ощущалась во вкусе бисквита, и отражалась на его структуре. Немного разобралась с разрыхлителем, поскольку здесь тоже нельзя его взять очень много, иначе бисквит начинает крошиться. Ну а в остальном рецептура осталась авторской. Очень неплохой рецепт. Давайте приготовим. Для бисквита нам понадобится 5 куриных яиц среднего размера, 200 грамм муки, 250 грамм сахара, 30 грамм какао-порошка, 135 грамм растительного масла, 100 миллилитров воды, пол чайной ложки соды, 4 грамма разрыхлителя для теста и пол чайной ложки соли. Сахар делим на 200 и 50 грамм. В кастрюльку кладем какао-порошок, 200 грамм сахара, вливаем воду и растительное масло. Ставим на плиту и, постоянно помешивая, доводим до кипения. В результате получается вот такая однородная шоколадная масса. Пока отставляем ее в сторону и даем слегка подостыть. Смешиваем муку, разрыхлитель для теста, соду, соль. И обязательно просеиваем. Яйца взбиваем с оставшимися 50 граммами сахара в легкую воздушную массу. Она должна увеличиться в объеме в 2-3 раза, посветлеть, стать воздушной и легкой. Постепенно добавляем шоколадную массу и размешиваем миксером. В последнюю очередь вмешиваем мучную смесь. Мешаем аккуратно и довольно быстро. Поскольку в сухой смеси есть разрыхлитель, при попадании во влажное тесто он сразу же начинает работать, а нам нужно, чтобы его хватило на подъем теста при выпечке бисквита. Я сначала просто размешиваю лопаточкой, а в конце коротко проработаю тесто миксером до однородности. В результате получается вот такое совершенно не густое тесто. Выпекать бисквит я буду в разъемной форме для тортов диаметром 24 см. Низ формы я застелила бумагой для выпечки, борта ничем не смазывала. Выпекаем бисквит предварительно разогретой до 170-180 градусов Цельсия духовки. Печется бисквит примерно 45-50 минут. Готовность бисквита определяем либо легким надавливанием на середину, палец не должен проваливаться, либо при помощи деревянной палочки. Она должна выходить чистой, без следов теста. Свежеиспеченный бисквит прямо в форме ставим на решетку и даем полностью остыть. Охлаждать бисквит можно в перевернутом виде. Аккуратно проходимся тонким ножом вдоль стенок формы. Снимаем форму. Вот такой бисквит у нас получается в результате. Он довольно высокий. Разрезать бисквит можно не ранее, чем через 4-5 часов после выпечки. Вот такой он воздушный, легкий, пористый на разрезе. Бисквит с легкостью можно разрезать на 3 или 4 коржа. С этим бисквитом я пекла торт рубиновый. Видео торта уже есть на канале. Ссылку на торт поставлю в описании под этим видео. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.